тренд восходящий, вы определяете зоны интереса, выставляете лимитные ордера. Идеально все по стратегии, ничего не предвещает беды. На всякий случай вы ставите их 2 штуки для того, чтобы наверняка вас забрало в позицию, и цена берет без вас, пробивает эти 2 ордера, делает для вас 2 стопа и улетает без вас. Что? Опять? А вы сидите, не понимаете, что делать, куда идти и как конкретно получать, наконец-то, хорошие точки входа. На этот вопрос нам ответит стоп-приказ. Что такое стоп-приказ? На самом деле, это как будто бы совершенно секретная разработка, которую не говорит ни один трейдер. На самом деле, не понимаю, либо потому, что они ее не знают, либо потому, что она сложная для их восприятия, либо потому, что скрывают. Неважно, почему, я вам все сейчас объясню, все расскажу. Давайте посмотрим текущий пример и разберемся. Если бы я использовал стоп-приказ, возможно, я бы вошел в позицию и получил какую-то прибыль. А после того, как мы разберем с вами, что такое стоп-приказ, мы вернемся к данной позиции и посмотрим, можно ли было войти без стопов и забрать довольно хорошую прибыль с очень маленьким входом. Для того, чтобы нам понять, что такое стоп-приказ, разберемся для начала графически. Как происходит наш с вами обычный анализ? Мы видим трендовое какое-то движение. На откате нас научили тому, что когда цена подходит к нашему заветному ордер-блоку, нам нужно выставить лимитный ордер. Кто-то выставляет его немножко выше, кто-то 50%. Мы берем среднее, выставляет лимитный ордер, допустим, чуть-чуть с запасом ставит свой стоп, и цена, когда подходит к нашей зоне, как только доходит до уровня открытия, сразу же открывает нашу позицию. То есть мы уже, как только ровно пипс-пипс пришли в эту зону, мы уже открыты в позиции. У нас сразу же активируется наш ордер, мы имеем сразу же с вами открытую позицию, получаем непосредственно четкий стоп, получаем четкий тейк и ждем, что будет дальше. Но происходит следующая же свеча, и она идет ниже, сразу же предательски к нашему стопу. Чем опасен данный вид входа? Когда вы проходите проб компании, очень часто в условиях есть время, которое минимальное должно быть у вас в позиции. И если вы пользуетесь лимитками, из-за этого вы можете потерять свою позицию. Представьте, минутный таймфрейм, у вас буквально за пару секунд происходит вот такой слив. Либо просто первая же палка берет и сливается ниже. То есть это работа лимитного ордера. Как работает стоп-приказ? Стоп-приказ работает следующим образом. Когда мы с вами видим некое нисходящее движение, мы с вами предполагаем, что, получив реакцию от этого блока, мы захотим войти в позицию. Да? В данном случае мы просто предполагаем, мы планируем, что мы будем здесь входить в позицию. На данном этапе мы должны установить некий условный ордер, который скажет, что если цена пойдет вверх, то мы откроем позицию. Лимитка говорит, что когда цена придет к этой области, ты обязан открыть позицию. А здесь стоп-приказ говорит следующее. Как только я развернусь, я уйду выше. Смотрите. Допустим, мы видим, что цена приходит к ордер-блоку, и мы намерены открыть позицию. Наша задача выставить стоп-ордер над нашей последней свечой, которая закрылась. То есть вот эта зеленая свеча прошла, допустим, минута, торгуем на минутном таймфрейме, либо 15 минут торгуем на 15 минутке. Свеча закрыта, и мы ждем. В данном случае свеча у нас будет черная. Почему они у меня до сих пор зеленые? Она же медвежья, да? В данном случае у меня свеча черная, у нас нету никаких гэпов, мы вот счастливые, довольные, вот так вот полетели вниз. Закрытие свечи внизу. Если следующая свеча у нас идет вниз, то наш ордер до сих пор не открыт. Он откроется только тогда, когда вот эта вот свеча дойдет до этого уровня. То есть условие, если я пойду вверх, то тогда только откроюсь. Об этом говорит нам стоп-приказ. Если же следующая цена проходит ниже, допустим, она сделала вот такой ход, что я буду делать? Я буду переносить мой стоп-приказ по закрытию вот этой свечи. И по итогу могу работать непосредственно с моим ордером, увеличивать, уменьшать, для того, чтобы уменьшить либо увеличить количество лотов, чтобы сохранить мой стандартный риск-прибыль. Допустим, я хочу торговать там на $10, соответственно, вот здесь для меня нужно было бы открыть там условно 1 лот, а вот здесь можно было бы торговать 2 лотами. Но по итогу и там риск-прибыль был бы лучше, но непосредственно до тейка мы бы доходили меньше. По итогу цена идет ниже, она закрылась, и мы ждем, что показывает следующая свеча. Следующая свеча, например, пошла снова ниже. И казалось бы, все, по лимитке мы получили стоп. Спасибо, до свидания, все расходимся, думаем про следующую сделку. Но стоп-приказ у нас до сих пор не открыт.
Стоп-приказ у нас до сих пор не открыт, и мы просто ждем дальше. Просто ждем дальше, ничего не делаем, да? Появилась следующая свеча, закрылась, мы с вами переносим стоп-приказ еще ниже. И смотрите, какой интересный момент. Цена до сих пор не открыла нашу позицию. Если цена соберется и сделает вот так, как часто бывало с вашими позициями, я уверен, что вы не раз видели вот такую вот штуку, причем самое неприятное, еще и здесь стоп очень сильно проносило. Вы через стоп-приказ от этого защищены. Когда же откроется ваша позиция? Как только у вас появится следующая свеча, которая окажется зеленой. В данном случае у нас, например, есть поглощение, мы успели перенести стоп-приказ, и вот на этой замечательной зеленой свече, сейчас у нас станет зеленая, на этой замечательной зеленой свече у нас с вами будет открыта позиция. И смотрите, в данном случае стоп-приказ откроет позицию, потому что цена пошла выше. Ничего вам вот это движение не напоминает. Это же и есть правильный откат. Если вы еще не смотрели видео про правильный откат, обязательно посмотрите по ссылке, которая будет внизу. Либо вот здесь вот в закрепленном окошке. И мы открыли позицию. Да, вероятность того, что цена пойдет дальше вниз, она есть. Ведь это торговля, мы торгуем с вами ликвидностью, и это зависит от нашего с вами анализа. Но что мы с вами получили? Мы с вами как минимум сэкономили один стоп. Даже если бы вы получили вот здесь лимитным ордером стоп, вы могли бы перезайти чуть позже. Да? Я думаю, что многие из вас так делают. И по итогу вы бы получили один стоп и получили вход. Здесь же мы получили только первый вход. И в данном моменте наш стоп-приказ отработал идеально. Как это работает в шортовом движении? В шортовом движении это выглядит точно так же. Лимиткой вы выставляете, допустим, к этому блоку цель. По итогу, когда цена доходит, вас открывает в позицию, и вы счастливы, довольны, получаете сразу же стоп. Как будет работать стоп-приказ? Как только цена приходит в эту зону, я беру первую свечу, под нее ставлю стоп. Жду. Закрылась свеча, появилась следующую. Я переношу снова стоп. Могу корректировать свой риск, да? То есть помним, через увеличение лотов можно будет увеличивать либо уменьшать свой риск. Дальше эта свеча закрылась, мы переходим к следующей. Дальше открывается зеленая, и только зеленая непосредственно уже будет открывать нашу позицию. И только вот в этом месте, не на этой черной свече, а на самом деле только вот в этом месте, когда зеленая свеча пробьет уровень 48882.18, откроется наша позиция. Только в этом случае. Вот так выглядит стоп-приказ в шортовом и в лонговом сценарии. Как же мы с вами можем его увидеть на графике? Возвращаемся к нашему замечательному сценарию, переходим на младший таймфрейм и смотрим, что у нас было на младшем таймфрейме. Напомню, наш первоначальный план был непосредственно поработать от вот этих выделенных зон. У нас есть задача увидеть условное разочарование при подходе к текущим зонам и в этих зонах поискать точку входа. Мы переходим на младший таймфрейм, видим накопление, нам пока не интересно, у нас пока нет ничего, и мы видим резкое ускорение. Мы готовы открыть с вами позицию. Напоминаю, если бы мы открыли лимитный ордер, мы бы получили вот такого вот формата вход. Ну, допустим, мы такие не очень жадные, мы поставим до ближайшего брейкера, до ближайшей ликвидности. Получили 1 к 4. Лимитку я выделю такого формата, а в стоп-приказе я выделю, давайте, синим. Пусть будет у нас надежда, да? Надежда на то, что торговля наша станет лучше. Стоп-приказ пока вне рынка. Лимитка выставлена, стоп-приказ вне рынка, и мы наблюдаем, что дальше. Смотрим сюда. Цена заходит, и мы получаем с вами непосредственно работу с лимитным ордером. Нас уже забрало в позицию. Стоп-приказ. В какой момент включается в дело стоп-приказ? Стоп-приказ включается в момент, когда мы увидели непосредственно свечу, которая коснулась наш ордер-блок, получила реакцию, то есть мы понимаем, что лимитка уже вроде бы открылась. И мы должны начать работать со стоп-приказом. На самом деле, когда я вижу вот такую длинную свечу, я понимаю головой, что, ну, ты же не будешь в такие свечи входить, правда? У тебя обычно вход вот такого формата, допустим. Соответственно, пока эта сделка пропускается. Мне не нравится эта свеча, даже если сейчас будет поглощение, я пропущу, войду более консервативно. По итогу пропускаю этот вход, мы видим следующую свечу, которая сразу же делает стоп. Я соглашаюсь на эту свечу, я соглашаюсь на то, что мы здесь войдем. Выставляю стоп-приказ, потому что у меня руки чешутся, я жадный. Выставляем стоп непосредственно над нашей свечой, сам стоп снизу, да, стоп-стоп, стоп-ордер сверху, стоп снизу, тейк пока без тейка, да, просто рандомный тейк. Что видим дальше? А дальше свеча пошла опять вниз. И смотрите, что я сделаю. Я просто передвину мой ордер ниже.
подкорректирую свой стоп, то есть и если я хотел войти на 1 биткоин, то мне сейчас придется за счет того, что я уменьшил свой стоп, увеличить немножко свой лот, да? Идем дальше. Что происходит дальше? Снова цена падает вниз. Но мы забыли, мы же хотели поставить еще одну лимитку, которая должна была нас запустить в небеса. Она у нас будет красного цвета, то есть это лимитный ордер. При этом этот лимитный ордер мы с вами сделаем, ну, допустим, пониже, ведь цена явно должна там, может пересвипнуть, ничего страшного, переживем. А стоп-приказ по-прежнему у нас остался не открыт. Мы просто ждем. Когда появляется вот такая большая свеча, придется остаться в таком формате, пока со стоп-приказом можно подвинуть свой стоп, то есть хотелось первоначально войти на 1 биткоин, по факту сейчас будет, допустим, 0,8 битка. Идем дальше. Дальше появляется еще одна свеча, внутренний бар, мы по-прежнему в позиции по лимитному ордеру. То есть, видите, нас забрало. А здесь стоп-приказ еще горит серым цветом. Вот тут вот более темная часть показывает, что мы уже в позиции. Стоп-приказ находится вне рынка. Идем дальше. Дальше мы двигаемся еще ниже, и мы, счастливые, довольные, можем сэкономить, уменьшив стоп-приказ. Точнее как, тут правильнее не сэкономить, а получить более качественную позицию с более высоким РР. По итогу видим, что дальше и снова стоп. Снова мы получаем стоп по лимитному ордеру, а стоп-приказ до сих пор не открыт. Я после того, как цена закрылась, обновляю мой стоп-приказ и выставляю его дальше. Идем дальше. Дальше меня открывает позицию, следующая свеча меня забирает. Если бы вы в моменте не успели перенести стоп-приказ сюда, вы бы получили либо немножко позицию выше, либо локально могли бы маркетом сами ее открыть. Допустим, что вы получили эту позицию, допустим, вы успели войти в эту сделку, и смотрим, что делает рынок дальше. Напоминаю, что первоначально тейк у нас был здесь, корявый, конечно, 2.4, но как есть. И мы видим с вами, что цена просто улетает вверх, без тех товарищей, которые собирались получать вход по лимитке, и делает максимально быстрый тейк. Таким образом, стоп-приказ в данном конкретном случае, позволил мне сэкономить 2 стопа и получить хорошую и очень красивую точку входа. Сейчас мы с вами посмотрим, как установить стоп-приказ на примере MetaTrader. Там будет немножко более понятно. И после этого мы посмотрим, как посмотреть стоп-приказ на биржах. Если вам не интересен MetaTrader, можете перелистать сразу на биржи. У нас есть калькулятор риска. Если вы не знаете, как установить калькулятор риска, обязательно посмотрите видео и скрипты Форекс. Там не только про то, как установить MetaTrader. Там огромное понимание, как пользоваться ордерами, как выставлять стопы, как работать вообще в торговле. Поэтому даже если вы торгуете только крипту, обязательно посмотрите и это видео. Итак, у нас есть калькулятор риска для удобства. Давайте попробуем вообще сразу просто обычный ордер. Как сделать обычный ордер? У вас есть тип рыночное исполнение и отложенный ордер. При этом отложенный ордер имеет свои типы. На самом деле их целых 4. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Что означают эти значения? Buy limit — это открыть покупку лимитным ордером. Sell — открыть продажу лимитным ордером. Buy stop — выставить стоп-ордер в покупку. И sell stop — выставить стоп-ордер в продажу. В данном случае мы хотим поиграться с стоп-приказами, поэтому мы, допустим, видим сейчас, что нам нужно расти. Мы хотим выставить buy stop, нам нужен, допустим, объем 1 лот. Дальше нам нужно выставить уровень, по какой цене. То есть мы видим с вами здесь уровень этот вот, 192. Не успеем, 194. Так, нам нужен 1 лот и устанавливаем ордер. Смотрите, условный ордер, он установился. Локально я, конечно, должен в него, по-честному, понятно, руками тяжело это сделать, но по-честному я должен поставить стоп-лосс, потому что без стоп-лосса будет очень тяжело. Если вы не будете торговать со стопами, будет большая беда. И поставить тейк. Руками, конечно, это тяжело, поэтому будем дальше использовать калькулятор. Но вот сейчас мы с вами сделали что? У нас написано buy stop. Соответственно, что это для нас значит? Я даже немножко его подкорректирую, подвину. Это значит, что когда цена дойдет до хая вот этой вершины, мы откроем позицию. У нас будет открыта позиция с входом по вот этому уровню, со стопом по уровню ниже. Почему у меня позиция открылась немного ниже? Потому что у меня есть спред. В данном случае у меня спред 0 единица. И как только мы коснулись этого уровня, да, мы получили вход. То есть технически вы должны при установке стоп-приказа учитывать спред. Точно так же, как вы его учитываете при установке стоп-лосса и take-profit. При этом мне нужно было, чтобы цена дошла до этого уровня.
да? Она не открылась раньше, она подошла к этому уровню, и с учетом спреда мы получили либо вход, либо мы не вошли и будем ждать, пока цена ближе не подойдет. Итак, это как открыть стоп-приказ просто новым ордером. Как открыть с помощью калькулятора. Нажимаем вот на эту замечательную желтую кнопочку, подвинем вот здесь вот ползунок, чтобы двигать. И смотрите, когда я двигаю выше, у меня написано buy stop lot. Если я ниже цены двигаю, buy limit lot, то есть лимитка и стоп-приказ. Если мне нужно сейчас поставить стоп-приказ в шорт, я, допустим, хочу, когда цена придет вот под эту зеленую свечу, открыть шортовую позицию с входом вот здесь, со стопом вот здесь. Если не знаете, как настроить калькулятор, напомню, все есть в видео, как перейти с крипты в Форекс. Соответственно, выставляем стоп-приказ и нажимаем синенькую кнопочку. Сейчас, если я планирую, что цена пойдет ниже, меня откроет, когда цена окажется на уровне, получается, 180. Как только окажется цена на этом уровне, меня откроет, и я счастливый, довольный, буду в позиции в шорт. Вот так работает стоп-приказ. Логика, почему он нам нужен, до этого проговорил. В крипте не все так просто. В крипте немножко посложнее. У нас есть лимитный ордер, маркет и какой-то условный. Вот именно условный нам и нужен. Вы должны понимать, что когда у нас открывается с вами стоп-приказ, цена, точнее, по стоп-приказу, у нас с вами идет открытие маркетом. То есть мы говорим условия. Если ты придешь на уровень там 55 393, открой позицию маркетом. Вот так мы говорим, когда у нас появляется стоп-приказ. Да? Соответственно, нам нужно выбрать условный ордер, нам нужно выбрать триггерную цену. Например, сейчас у нас триггерная цена будет 57 358. 57 358. Мы должны вот здесь нажать маркет, потому что если вы будете говорить лимитку, то вы скажете следующее слово. Цена, придя 57 358, должна откатиться, чтобы открыть вас по лимитке. Есть большая вероятность, что на большом проливе, да, а мы вспоминаем с вами вот это движение, у вас бы здесь шансов практически не было получить точку входа на откате. Да? И вы очень часто будете видеть, что стоп-приказом вы эту точку входа не получаете. По итогу мы говорим, на 53-58 откройся маркетом и устанавливаем 1 биткоин. Ну, сколько у вас по вашей торговой стратегии. Как это сделать на том же Мексе? На самом деле то же самое, ничего сверхсложного. У вас есть лимит, маркет, триггер. И мы говорим по триггерной цене. То есть когда цена дойдет до уровня 57 377, открой цену маркетом, нужно нажать кнопочку маркет, да, чтобы вы не могли здесь писать. И открой там на, не знаю, $1000. Все. Нажимаем лонг, ну, понятно, вы же только перед этим обязательно поставьте стопы, потому что если вы не будете ставить стопы, с вами будет беда. Если вы не ставите стопы, обязательно посмотрите видео. Вот эти несчастные 8 минут могут вам очень сильно поменять вашу торговлю. И вы выставляете свой стоп-приказ, счастливы, довольны, понимая, как работает стоп-ордер. На этом у меня сегодня все. Пока.